Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам о последней серьезной камере, которую выпустила компания Samsung. Это была APS-C модель NX500. Помимо того, что это фактически последний Samsung нормальный, также это и последний Samsung у меня на канале. Я уже обозрел, в общем-то, все более-менее интересные камеры Samsung. Не так давно вышел обзор на старенький премиальный компакт EX1. А также у меня есть обзор, такое сравнение с никоновскими дюймовочками, камеры от Samsung NX Mini. Да, Samsung пытались втиснуться во все сегменты рынка фототехники, но, к сожалению или к счастью, большого успеха эти камеры никакого не имели по разным причинам. Но в основном потому, что они были достаточно бестолковые, стоит признать. Пожалуй, лебединой песней для Samsung стала выпущенная в 2014 году камера NX1. Про нее я уже неоднократно упоминал. Это была одна из первых камер, у которой появился довольно неплохой контрастно-фазовый автофокус. Также это была первая камера, у которой появился сенсор настолько крупный с обратной засветкой. Это на 28 мегапикселей причем. А также камера умела писать 4К уже в обновленном кодеке H265. Ну а герой нашего сегодняшнего видео является, по сути, облегченной версией данной камеры. У него та же система фокусировки, процессор и сенсор, но корпус, естественно, у него гораздо меньше и компактнее. Ну, вот сейчас мы и посмотрим для начала, насколько этот корпус удобен. При небольших размерах камера лежит в руке весьма неплохо. По крайней мере, с компактными объективами, типа этого блинчика 20 мм f2.8. С длиннофокусными, конечно, было бы, наверное, не очень удобно, но длиннофокусных объективов не так уж и много в этой системе было создано. Пожалуй, это первая камера Samsung у меня на обзоре, у которой есть приличный выступ под большой палец. И при этом под большой палец не особо лезут кнопки, которые вокруг, то есть палец вот лежит вне этих кнопок. Разве что иногда можно случайно нажать на кнопку FN, которая вызывает быстрое меню. Кнопку записи видео убрали на грань. И теперь ее случайно не нажмешь, потому что, например, у той же NX Mini меня прям бесило, потому что, серьезно бывало такое, что я хотел что-то сфотографировать, а у меня внезапно начиналась видеозапись, потому что она прям под большим пальцем находилась. Корпус тут, конечно, в основном из пластика. Только, наверное, верхняя панель, пожалуй, металлическая, и байонетное крепление также из металла. Ну и, скорее всего, внутреннее шасси у камеры тоже металлическое. Впрочем, к пластику Samsung я никогда особых претензий не имел, он достаточно качественный, он вполне окей. Передняя часть камеры покрыта достаточно приятным резиновым напылением под кожу. Сзади тут, конечно, это чисто пластик, имеющий также текстуру такую под кожу. Но ничего не скользит в руке лежит вполне нормально, вполне уверенно. Сверху есть горячий башмак, встроенной вспышки тут нет. На уголке колечко режимов, оно достаточно тугое, утопленное в корпус, случайно не нажимается. Также тут рядышком кнопочка AL находится на грани, вот этой вот такой скошенной. Еще есть кнопочка включения Wi-Fi для быстрой передачи данных на мобилу. И очень приличный рычажок включения обрамляет кнопку спуска. Я все-таки люблю, когда... самый вообще, наверное, идеальный вариант, это когда кнопка включения камеры выглядит как рычажок, который on и off, без каких-то еще промежуточных делений. И также здесь в наличии есть огромное количество всевозможных надписей, типа Mobile, 4К видеорекординг, Super AMOLED. Там, собственно, сама надпись Samsung неоднократно повторяется. Плюс вот еще надпись 28 мегапикселей BSI APS-C CMOS. И рядышком еще Wi-Fi подпись. Это как-то излишне. Будто какая-то куча надписей супер, мега, ультра на каких-то китайских велосипедах из Ашана. Хотя, кстати говоря, камера на этот раз сделана действительно в Китае. У нее на шильдике написано Made in China. Ранее на Samsung, что мне попадались, была гордая надпись Made in Korea. Даже на объективе сейчас эта надпись красуется Made in Korea. Впрочем, вот эта сделанность в Китае не слишком ощущается при использовании камеры, разве что только когда трогаешь экранчик.
вот этот вот, он, естественно, откидной, и у меня он слегка люфтит, то есть он не очень жестко закреплен. Ну, здесь фиксатор, который вот здесь вот такие болтики, я не знаю, короче, не знаю, как это назвать. Но в этом месте закреплен он паршиво и, ну, чуть-чуть шевелится, когда я двигаю камерой. Это, конечно, ну, раздражает, но не так, что прям уж как-то сильно критично. Ну, он, естественно, опускается на небольшой градус, но также он еще и поднимается, поднимается аж на 180 градусов. И можно сделать отвратительные селфи. Про скинтона и баланс белого я уже чуть позднее скажу. Сначала давайте все-таки с управлением разберемся. Кнопочки у камеры достаточно стандартные, никаких каких-то уникальных решений тут не предусмотрено. Очень меня радует, что колесиков для управления все-таки сделали два. Вот здесь одно под большим пальцем и одно еще вот здесь под указательный палец, рассчитанное, я так полагаю, на верхней панели. Они, конечно, маленькие, не кликабельные, но это вполне здорово. По умолчанию они вообще делают одно и то же. Например, сейчас у меня стоит управление диафрагмой, так как режим приоритета диафрагмы. Но если нажать на кнопочку вот эту вот экспокоррекции здесь, то тогда можно будет очень удобно верхним колесиком, опять же, той же экспокоррекции управлять. Ну и к тому же здесь отлично реализовано тач-управление. Я напомню, что Samsung, в принципе, все камеры, которые я использовал, кроме совсем уж древних, отлично в этом плане сделаны, у них всегда хороший тач-интерфейс, и любые настройки в быстром меню менять вполне удобно пальцами, чтобы ты там не вызвал, допустим, да, там любыми вещами управлять. Очень хороший отклик, никаких вообще проблем не вызывает. Также легко меняется точка фокусировки. Причем забавно, что можно на экран вывести вообще кучу всякой разной информации, но плюс еще тут есть шторка, как в телефонах, где можно яркость настроить и различные сетевые интерфейсы подключить. Это немножко нелепо, но меня это забавляет. Причем экранное разрешение достаточно приличное, у него 1 миллион точек. И, как уже, я думаю, все прочитали эту надпись, он супер AMOLED. И, естественно, цвета у него достаточно перевранные, они достаточно кривые. Можно в меню даже в отдельном пункте немножко уменьшить его ядерность. Я сейчас найду, вот цвета OLED, вот у меня сейчас выключено, то есть чтобы были цвета не очень ядреные, иначе совсем непонятно, в общем, что там на экране у тебя по факту будет. Также в меню есть возможность включения электронного затвора, но это очень тупо. У камеры действительно есть электронный затвор, но он срабатывать будет, когда ты его включаешь, только если выдержка будет короче, чем максимальная для этой камеры 1/6000. При этом нельзя включить электронный затвор просто так. Это дико расстраивает, так как конструкция затвора обычного механического у данной камеры крайне дерьмовая, он очень громкий и сильно шлепает. Он просто чудовищный. Я сейчас включу звук затвора этой камеры, чтобы вы послушали. Из-за него, из-за этого дурацкого затвора, нередко можно получить микросмаз даже на относительно коротких выдержках типа 1/125 секунды. Штативное крепление традиционно для Samsung, собственно, само по себе закреплено, очень даже так себе. Рядом значочек NFC. Под крышкой тут у нас прячется батарейка. Довольно неплохая для обычной беззеркалки. Где-то кадров на 300 ее хватает вполне. Тут же, естественно, SD-карточка хранится. На правой грани, что очень нетипично, вообще нет никаких подключений. Но вот на левой грани есть крышечка. Мне нравится, кстати, как она открывается. Она довольно приятная. Разъемы здесь micro-HDMI и micro-USB. На Type-C, конечно, они не расщедрились. Ну, естественно, камеру можно заряжать от компьютера и даже от пауэрбанка. Конечно же, портов под микрофон или наушники тут нет. Пока мы не приступили к более подробному разбору картинок, оговорюсь, что все снимки сделаны на объектив 20 мм f2.8. Это близко к моему любимому фокусному 28 мм. Ну, тут 30 мм получается в эквиваленте. Плюс достаточно неплохая светосила и габариты приятные у объектива. Да, по ощущениям, пожалуй, у камеры урезали довольно сильно функционал по сравнению с NX1, но
собственно, она и была при продаже в 2 раза дешевле. Пожалуй, конкурировала камера в те года, в 2015 году, напомню, разве что с Sony A5100. Эти модели камер достаточно близки по своим характеристикам, разве что у Sony был автофокус чутка получше. У Samsung, в свою очередь, чутка поудобнее управление. Также поговаривали, что для тех лет у камер довольно неплохие матрицы, обе из них нахваливали, ну, по крайней мере, я читал такое в интернете, что говорили, что у них довольно неплохие показатели на высоких ISO. Так как я пробовал и на ту поснимать, могу с уверенностью сказать, что на ISO 3200 с обеих камер снимки это полный мусор. До 1600 ISO у этих камер у обеих довольно неплохая картинка, но это не является каким-то особенным показателем у любой APS-C-камеры в 2015 году и раньше даже. На 1600 ISO все вполне было в порядке. Но все же стоит отметить, что для Samsung этот показатель стал действительно неплохим, так как предыдущая старая уже матрица, которую использовал Samsung с различными модификациями, она была на 20 мегапикселов и шумела она, ну, прям скажем, довольно херово. Вот эта новая матрица, она стала действительно большим таким прорывом и шагом вперед именно для Samsung, потому что остальные производители, они более-менее старались, и у них таких проблем с шумами не было, как у Samsung. Сразу же оговорюсь, что мне снимать стрит-фотографии на эту камеру дико не понравилось. Фокусировка у камеры в любом режиме, хоть следящим, хоть по всему кадру, хоть по одной точке, хоть одиночными снимками, не блещет сообразительностью. Она, конечно, не чудовищная, не ужасная ни в коем случае, но она немножко туповатая. И на нее полагаться довольно тяжело. Плюс у камеры очень сильно и громко, ну просто предельно громко шлепает затвор. Со всей дури просто. Соответственно, при моей любви подойти достаточно близко к объекту съемки на этом фокусном расстоянии, снимать и от бедра или как-то открыто довольно затруднительно, потому что люди уже слышат этот затвор и могут понять, что их фотографируют в этот момент. Плюс ко всему, скинтона камера делает довольно отвратительные. Вот для примера я сделал снимок приятеля-фотографа, и баланс белого офигел от наличия на заднем плане люминесцентного освещения. И щедро накинул мадженты. Автоматический баланс белого даже не подумал, что лицо человека важнее заднего плана. Ну вот опять же личико девочки, что с ним шла, вполне нормальная по цветам. Иногда баланс белого мажет не только в сторону мадженты или зелени, он может сделать картинку или супер какой-то холодный, или наоборот чрезмерно теплый. И причем, чем конкретно руководствуется баланс белого при выборе того, ну, собственно, какие тона задать и в какую сторону сделать перекос, вообще непонятно. Не слишком приятная рулетка с цветами, благо я хотя бы снимаю в RAW, и я могу исправить эти цвета. Ну нахрена мне это надо? Я предпочитаю, когда камера все-таки делает по умолчанию все неплохо. Впрочем, когда камера не промахивается по балансу белого, она выдает в любом случае достаточно скучные цвета. Не такие, конечно, блеклые, как выдавал Samsung iX1, и не такие слишком уж теплые, как выдавал NX Mini, а просто неинтересные. И я не знаю, как это описать. В реальности картинка, которую ты снимал, она выглядела достаточно неплохо, даже может быть отлично. Но в итоговом снимке алгоритмы обработки изображения Samsung почему-то делают картинку максимально унылой. Хотя я могу предположить, что это опять такой отвратный какой-то профиль проявки у Lightroom, потому что мой любимый Capture One, опять же, не поддерживает эту камеру. Ну,
Он вообще мусорные камеры в целом не поддерживает, которые никому нахрен не нужны. С другой стороны, когда я в Lightroom загружаю картинки из других каких-то фотоаппаратов, там все в порядке. И я бы тогда все-таки грешил скорее на сам Samsung. Виноват, скорее всего, в хреновости цветов именно Samsung, а не Lightroom. Объектив этот хотя бы близко достаточно фокусируется, поэтому я понаделал очень много снимков с близкого расстояния различных цветочных мотивов. С этим камера неплохо справляется. Динамический диапазон у камеры я бы не сказал, что блистательный, но он уже вполне на уровне ближайших конкурентов. Но лучше всего Samsung NX500 чувствует себя в городской среде. Здесь сратые цвета не столь ощутимы и не столь бросаются в глаза, и чаще всего их достаточно просто поправить. Жутко шлепающий затвор, он, конечно, способствует появлению микросмазов зачастую, ну и с этим можно жить. Большинство озвученных мною сейчас недостатков можно было бы исправить банально обычными исправлениями прошивок. Но Samsung в 2015 году полностью свернул свое фотопроизводство и рассортировал инженеров и разработчиков по другим своим подразделениям. Таким образом, эта камера для Samsung стала последней. Она была достаточно интересной на бумаге, если читать ее характеристики, но получилась довольно дерьмовой в реальности. Она могла бы вполне стать в реальности неплохой, докрути они прошивки, сделав, например, электронный затвор нормальный, поработав с алгоритмами цвета, внеся какие-то корректировки в работу автофокуса. Ее можно было довести до ума. Вот серьезно, ее по-настоящему можно было довести до ума, у нее был огромный потенциал у этой камеры. Но, к моему большому сожалению, это никчемный кусок говна. Ну и продолжая фекальную тему, я не страдаю капрололилией, если что. Просто есть отлично подходящее выражение. Не можешь срать, не мучай жопу. Вот и Samsung поняли, как бы они ни старались, они не могут произвести на свет камеру, которая заинтересовала бы фотографов или хотя бы каких-то любителей. Поэтому они просто бросили это гиблое дело. Хотя достаточно обидно, что они перестали пытаться или вообще хоть как-то стараться именно в тот момент, когда они были максимально близки к тому, чтобы сделать нормальную камеру, которая, действительно заинтересовала бы покупателя. Вертя эту камеру в руках и снимая на нее какие-то снимки, я прекрасно понимал, что довести до ума эту камеру, сделать ее по-настоящему стоящей, больших усилий, в общем-то, не стоит. Нужно просто чуть-чуть постараться и доработать прошивку. Кто знает, как сейчас мог бы выглядеть рынок фототехники, если бы Samsung оказался чуть-чуть настойчивее. Ведь Sony смогли продавить свою идею с беззеркалками, смогли сейчас всех порадовать, удивить тем, какие у них классные камеры. Хотя поначалу они тоже были никому нахрен не интересны, были очень плохими, но сейчас усилиями инженеров они добились того, что их камеры высококлассная техника, и все мечтают о Соньках. Надеюсь, вам коротенький мой обзор понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, и также, чтобы меня замотивировать на создание еще большего количества контента.